Привет, Cover Project. Меня зовут Екатерина Григорьева. Я соосновательница бюро Suite Home Interiors. Добро пожаловать в мою квартиру. Это квартира с готовой отделкой в реконструированном доме начала прошлого века. Реконструирован он был по проекту бюро «Смайл и партнеры». И он меня совершенно очаровал своим фасадом и тем, что сделали ребята внутри. И, в общем, мне оказалась очень близка эта история. Вот, собственно, почему я сделала этот выбор. Довольно неожиданный для дизайнера, потому что основную часть работы сделали здесь за меня. Мне оставалась только самая необременительная, приятная часть – расставить любимые предметы мебели в интерьере. Это был тот нечастый, редкий случай, когда я готова была со многим согласиться. Меня очень устроила планировка. Здесь, на мой взгляд, все было сделано правильно, меня это совершенно устраивало. Здорово разграничены приватные и условно-парадные зоны в квартире, чего мы обычно добиваемся в своих проектах. В общем, все, о чем подумали здесь архитекторы, мне было очень симпатично. И я вполне представляла себе свою жизнь здесь. Квартира площадью 160 квадратных метров с 3 спальнями, которую мы превратили в квартиру 160 квадратных метров с 2 спальнями. А входная зона, прихожая с гардеробом, тут же гостевой санузел, постирочная, очень важное помещение в любой квартире. Входим в помещение гостиной, она же кухня, столовая, гостиная. В зоне кухни большой кухонный остров, наш стол обеденный и зона гостиной с диваном. Мне нравится, что парадная, будем ее так называть, зона отделена от приватной и разделена коридором. Вообще очень уважаю коридоры. Мне нравится, как они разграничивают, дисциплинируют пространство. И вот этот коридор как раз организует всю приватную зону. Из него мы попадаем в детскую, в мастер-бедрум, который предваряет большая гардеробная. И, собственно, здесь развивается вот такой сценарий уже приватной жизни. А эту спальню мы превратили в комнату неопределенного назначения, но здесь много чего происходит. Мы смотрим здесь кино, здесь размещены какие-то наши любимые работы любимых художников. Можем назвать ее смело кинозалом. Наверное, это был один из самых простых проектов нашего бюро, моих проектов, потому что список предметов, которые должны здесь появиться, в общем, был сформирован уже давно. Это такой виш-лист, который формировался долгие годы работы. Это были предметы, либо отвергнутые нашими заказчиками, либо утаенные от них. Вот. И в результате они собрались здесь, в этом пространстве. Самое большое помещение в квартире – это кухня, гостиная, она же столовая. Помещение, которое объединяет сразу 3 функции. Это всегда непросто в интерьере. Приходится их и объединять, но и подразделять. Вот здесь как раз был тот случай, когда они должны были как-то существовать, но при этом быть разграничены. Роль столовой выполняет стол Руж от Collection Particulier, такой композиционный и смысловой центр столовой, он же и есть столовая. За освещение отвечает Майкл Анастасиадис. Что касается гостиной, то она сама зона гостиной довольно компактная, но как будто бы здесь тоже все поместилось. Довольно большой диван от Депадова. Помню, меня покорили эти красные ножки на выставке Maison Objet. Объединяющий ковер, тоже, который задает границы зоны. Такая игривая розовая кушетка. И, конечно, мои любимые плетеные кресла Карл Хансен и Сан.
такой эмоциональный смысловой центр гостиной, стеллаж, где разместились всякие разные книжки из детства, которые хотелось увезти с собой из старых квартир, собрать и разместить здесь. Больше всего вопросов и комментариев прозвучало в адрес ширмы в этой гостиной. Всех очень интересовало, какую роль она здесь играет, для чего она, чему она помогает, чему мешает. Ничему. Она совершенно бесполезна, но при этом абсолютно прекрасна. И мое глубокое убеждение, что довольно часто интерьер держится именно на таких, казалось бы, бесполезных, но при этом очень выразительных вещах. Белого в квартире довольно много. Это и белый мрамор, каррарский мрамор в ваннах, и в мебели очень много белых оттенков. Это и консоли, и стол Квадерна от Занотто, это белый диван, почти белый диван и белое изголовье кровати в спальне. Оказалось, что белый вполне практичный цвет, и не стоит его бояться в интерьере. Посуда в доме тоже белая, и мне нравится, как она смотрится на любых поверхностях в этом доме. И, кстати говоря, в большинстве своих проектов своим заказчикам мы тоже рекомендуем белую посуду. Это абсолютно универсальный, лаконичный, очень красивый вариант. В интерьере довольно много березового шпона. Это такой эксперимент, который я поставила на себе. Нам давно хотелось поработать с этим материалом, с березовой фанерой или березовым шпоном. Казалось, что это такой рискованный эксперимент, потому что, вроде бы ничему не откликалось. Тут этот оттенок березовый, эта фактура. Мне понравился полученный эффект, которого удалось достичь. И с тех пор мы, кстати говоря, довольно нередко применяем березовый шпон в своих проектах. Очень любим его. В квартире собралась небольшая, но очень ценная для меня коллекция искусства. Здесь мои любимые авторы: Елена Утенкова-Тихонова, Лиза Ольшанская, Дмитрий Самыгин, конечно, Егор Плотников. И недавно я стала счастливой обладательницей скульптуры Нади Лихогруд. Мне нравится пополнять эту небольшую коллекцию. Это как-то эмоционально наполняет, как будто добавляет смысл квартире, пространству. Думаю, что я продолжу пополнять эту коллекцию. Еще мне нравится размещать работы на полу. Это дает простор для маневра. Я могу менять экспозицию в зависимости от настроения. В этом сезоне в гостиной экспозиция Елены Утенковой-Тихоновой. Люблю эту художницу. Она, мне кажется, как-то эмоционально меня связывает с моим немосковским детством. Мне кажется, я помню этих женщин, эти лица, эти аллеи. Они как будто бы из какой-то моей жизни. Они очень поддерживают меня. Есть несколько недавно купленных работ Вари Чельцовой. Кстати говоря, плед на кушетке по ее эскизам. Несколько работ Дмитрия Самыгина, которого я тоже очень ценю. И совершенно хулиганская, классная работа Ильи Колесникова про школу. Тоже отсылает меня к каким-то безумным школьным годам. Это приятно. Я люблю эти эмоциональные связи с каким-то прошлым, будущим, настоящим. Мне нравится, что в этом интерьере есть как будто бы легкая незавершенность. Не знаю, насколько это видно со стороны, но для меня здесь есть простор для маневра. Мне кажется, здесь еще не раз предметы поменяют свои места, добавятся новые, поменяют места старые. Мне нравится думать о пространстве
проекте, о квартире, как не о чем-то завершенном, о чем-то, с чем ты вынужден мириться на века, о чем-то подвижном, что развивается, растет, меняется вместе с тобой. Мне близка эта мысль.